Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Ну что, Новый год наступил, с чем я тебя поздравляю. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Надеюсь, они прошли хорошо, и ты весело и бодро их отметил. Я уж так точно. Мы собрались огромной компанией, плюс ко мне приехали родственники и близкие, и мы чудно провели все рождественские каникулы. Признаться, даже как-то не хотелось возвращаться к рабочим будням, но работать тоже нужно, поэтому возвращаемся и постепенно будем возвращаться и к ведению канала тоже. В Новый год мне захотелось входить с новой игрой. Как ты знаешь, Destiny Summoner очень сильно лихорадит, и от этой игры я принял решение отказаться, то есть она уходит на канале. Практически больше по ней не будет видео, пара гайдов по героям, так чтобы остались в истории и все. А на ее место становится новая игра, которую мне предложили подписчики. Вариантов было несколько, но я остановился пока что на этой. В планах поиграть в нее 3, может быть 4 месяца, а там уже дальше посмотрим, как пойдет. Может быть, что-нибудь поменяется. Игрушка называется Heroes of the Dark, и меня она зацепила в первую очередь, конечно же, своим сеттингом. Это викторианская эпоха, здесь вампиры-оборотни, то, что мне нравится. Противостояние мохнатых и кровососов мне интересно давно, особенно я был очень рад, когда вышел фильм «Другой мир», где это все вылилось, их противостояние, на большие экраны, и я с большим удовольствием просматривал все части, по-моему, их там 4, а до этого играл в браузерную игру, возможно, кто-то знает, была такая игра, называлась Byte Fight. В ней не было абсолютно никакой анимации, просто картинки в браузере. Можно было прийти, отправить своего монстра, там, за кого ты играл, кровососа или за мохнатого оборотня, отправить его можно было в подземелье на 15 минут, час-два и так далее, а также сразиться на арене и навалять кому-нибудь и выбить ему его зубы. Процесс максимально простой, были только картинки, практически никакой анимации, все это делалось в браузере, но я помню, что мы торопились домой, бегом, быстрее посмотреть, как там, что успело накопиться, какие ресурсы, и давай прокачивать там силу, интеллект, ловкость и все такое. Такой тип игры, по сути, был родоначальником того, что мы сейчас видим на телефонах, но телефоны тогда были еще слабенькие, экранов у них не было, они были все на кнопочках, и поэтому играли в то, что могли. Сейчас Byte Fight, конечно, меня удивило, я так ностальгии ради посмотрел, он еще существует, кто-то в него еще играет, и это прикольно, конечно, может быть, даже зайду как-нибудь посмотрю, но, конечно, сейчас хочется больше анимированности, больше каких-то движений, вспышек ярких и всего. О времена, о нравы, что поделаешь. Итак, Heroes of the Dark. Игруля чем-то мне напомнила Clash of Kings. Когда-то я играл в нее, единственное, что здесь нет разнообразия такого разных родов войск, здесь только герои. Это такая некая смесь игр, где есть войска стратегические, и игр, в которых нужно управлять героями. Ну и плюс здесь есть развитие своего замка. Ну, в данном случае, конечно же, поместье. Очень мне понравился дизайн, очень понравилось, как все прорисовано. Ну, сейчас мы с тобой, наверное, это все попробуем более детально посмотреть здесь непосредственно в игре. Я, как ты понимаешь, уже немножечко поиграл в эту игру. Как раз во время моих новогодних каникул у меня было свободное время, и я немножечко полазил. Но начинать я буду ее сначала на новом королевстве. Заодно увидишь, как это все делается. Сбросить можно в любой момент, перенестись. В общем, это не проблема. И заодно как раз вот процесс ты видишь на своих экранах, как это все происходит воочию. Проходит перенос. Начинать буду все с нуля. Сразу скажу, что создавать отдельно гильдию, наверное, я не буду. Если ты играешь уже здесь или на этом сервере, или есть другая гильдия какая-то, можешь бросать мне приглашение, и мы продолжим. А теперь переходим непосредственно к игре. Итак, с самого начала нас встречает Стаматус Абернати. Абернати, кстати, мне напомнил «Мир Дикого Запада», это сериал, и вот там был Абернати, конечно, тоже персонаж, который казался сначала проходным, но оказался к третьему сезону, по-моему, чуть ли не ключевым в плане того, что у него в голове что-то там было задействовано. Итак, «Эй, вставай, чертов никчемный вампир!» Бирша фон Мерримут – это тот персонаж, которым мы, по сути, будем проходить игру, будем продвигаться по кампании, и он является нашим основным встречающим. А что? Да как ты смеешь меня будить, жалкий ты смертный, и сколько я спал? Голова просто раскалывается.
Сворачивай этот балаган про жалких смертных. Я собираюсь тебе помочь. Ты по уши. Ух, это я даже не хочу читать. И если мы не раздобудем тебе пару кристаллов крови, чтобы ты слегка окреп, оба будем кормить червей. Так, ладно, все, вот это все читать я не буду. Так, поехали. Начинаем. Что здесь у нас? Сначала мы открываем строительство, незанятая ячейка. Открываем. Что у нас здесь? Ритуальная зала вампиров. Здесь мы будем производить в ритуальной зале. Что-то мы будем производить. Сейчас посмотрим. Производство. Итак, малые осколки крови. Малые осколки крови нам пригодятся при прокачке уровней персонажа. Нажимаем производство. Хорошо. Стой. Беда. Сюда идут несколько моих старых дружков. А они-то тебя не любят чуток больше, чем я. Ну, я так и думал. Выходим на карту. Давай посмотрим, как здесь карта. Мне очень нравится, как здесь все прорисовано, как оно все оформлено. Мне нравится стилистика персонажей. В данный момент мы сейчас пока их еще всех посмотреть не можем. Но то, как они прорисованы, конечно, это очень круто. Я выключил уже звук, выключил полностью музыку, потому что у меня есть горький опыт. Мне как-то прилетало за Games of Thrones. За то, что я использовал музыку из игры, мне прилетели авторские права. Неожиданно, причем от двух компаний сразу. Ну что ж, поэтому я сейчас не буду музыку включать из игры, но она здесь такая атмосферненькая, правда, буквально через день-два она, как обычно, как и любая музыка из игры, она достает. Как и в сражениях в Dungeon Heroes, здесь невозможно управлять персонажем. Правда, в Dungeon Heroes есть хотя бы автобой или ручной бой, когда мы можем активировать ульту. Здесь бой происходит полностью в автоматическом режиме, ничего с этим не поделать. Но, с другой стороны, как бы в этом тоже где-то есть свой интерес, свой кайф. Я понимаю, что все больше и больше игры переходят в то, что все за нас делают искусственные интеллекты и боты. И вполне может быть, что в недалеком будущем они даже играть будут за нас. Мы просто будем смотреть за этим процессом. Но что поделать, действительно, когда остается слишком мало времени на игру, ты радуешься тому, что оно в автомате хотя бы там сражается. Можно нажать кнопку, пойти себе заниматься своими делами, а оно там себе идет и идет. Итак, быстрая смерть, ла-ла-ла, Бирша фон Меримот. Все это читать, в принципе, зачем? Не вижу смысла. Переходим в поместье. Все изменилось после того, как луна свалилась с неба. Кровавые слезы валяются повсюду, мы их собираем и ла-ла-ла. Итак, вот нам доступны герои. Бирша фон Меримот, мы его сразу же поднимем ему один уровень, сильно особо вливаться не надо. Возвращаемся, потому что в любом случае сейчас нас проводит здесь обучение, а дальше мы будем все делать сами. Стаматус Абернати нам открывает новую ячейку, и здесь мы будем производить ресурсы для того, чтобы прокачивать людей. Здесь в данной игре присутствуют 3 вида героев. Это люди, это оборотни и это вампиры. Каждый выбирает, за кого ему больше всего нравится играть. Мне, конечно, обычно я выбираю сторону оборотней. Как-то они мне больше импонируют. Хотя и кровососы мне тоже нравятся. Но чтобы ни туда, ни сюда, в этой игре я буду делать ставку на людей. Вот так. Так, ладно, поехали. Производство. И здесь мы производим ингредиенты, которые нужны нам для прокачки героев именно из расы людей. И начинаем сражение. Где-то здесь мы должны обязательно проиграть по законам жанра. Поехали, атака. Если мы передвинем героя сюда, то у нас по сути появится бонус, который дает Абернати. У каждого героя есть свои бонусы. В данном случае Абернати обладает аурой. Если ставить его в задние ряды, то на передние два персонажа могут получить от него буст урона. В данном случае там, по-моему, не буст урона, а игнор защиты, если я не ошибаюсь, надо будет посмотреть. Но не суть. Главное, что баф какой-то будет действовать только в том случае, если Абернати находится в задних рядах. К сожалению, на передние ряды у него это не распространяется. Хотя есть персонажи, у которых аура действует совершенно по-другому, и это можно будет посмотреть в будущем и, соответственно, использовать их более мудро. Победа! Победа! Ну, вот это обучение и вот первый оборотень. Итак, у нас теперь есть из каждой расы по одному персонажу. Хаалил,
Всепоглощающий, что ли? Блин, ну не могу посмотреть. Хочу посмотреть, что там. Не дает продолжить. Ладно. Увы, обучение никак не обойти. Нужно все-таки поучиться играть в эту игру. Переходим в поместье. И в данном поместье мы сейчас наверняка будем строить что-то для оборотней. Ну да, зал очищения для того, чтобы производить ресурсы и прокачивать наших оборотней. Насколько я помню, в таких играх в какой-то момент очень важно присоединиться к альянсу, потому что стройка сейчас занимает 3 секунды, а потом будет занимать недели, месяцы и даже года на очень высоких уровнях. И там без помощи альянса, без ускоров так называемых, особо сильно не обойтись. Так, производство. И так, хорошо. Производим, переходим на карту. Поэтому, как только станет возможно вступить в альянс, я буду вступать, скорее всего, вначале в открытый, а потом какой-нибудь альянс. Ну, прибьемся, посмотрим, какой альянс здесь. Или топовый, или, может быть, как-то соберется вокруг нашего сообщества и будем присоединяться. Итак, лагерь вампиров. Сюда мы включаем. Так, посмотрим. Вот, пожалуйста, непоколебимый ветеран. Союзники, попавшие под воздействие, игнорируют 15% вражеской. И тут, походу, типа атаки стойкости. Вражеской стойкости. Действует на 2 ячейки первой линии. И сразу же нам схематически показали, как оно будет действовать, куда распространяется аура и куда нужно размещать стаматуса. Отлично, очень удобно, очень наглядно. Мне нравится, когда сразу же на месте можно посмотреть. Не надо обязательно выходить в галерею и смотреть, что же там нам наш герой может сделать. Так, помимо того, что есть разные типы рас, здесь присутствуют стандартные понятия для всех. Это танк, это поддержка, хиллеры, это маги. Ну и здесь еще существуют убийцы и, не помню кто, боксеры, по-моему. Что-то в этом роде. В общем, с ними мы будем разбираться дальше. С ними мы будем разбираться далее, посмотрим, кто что и как умеет. Но вообще, по факту, танки, понятно, принимают урон, маги наносят массовый урон, убийцы точечный большой урон, но сами хрустальными пушками являются, боксеры что-то среднее, и поддержка — это те, кто бафает или хилит нас в бою. Это такой краткий экскурс. Пространственная телепортация, мы не знали, ла-ла-ла, конфликт набирает обороты. Вчитываться мы во все это не будем, и здесь мы должны, наверное, уже отхватить. Я все жду, когда же мы отхватим, потому что без этого мы не можем ни в одной игре нормально стартовать. Мы сначала всех вроде как разрываем, все мы такие крутые сякие, а потом в какой-то момент отхватываем по полной и понимаем, что нельзя, ребят, нужно сначала прокачаться и только потом идти вперед. Но, наверное, этот, и даже не этот бой, надо же. Хотя, может быть, у нас вторая волна. Да, у нас есть вторая волна, и вот он, босс, мега-босс, который нам сейчас наваляет за всех своих обиженных собратьев, которых мы только что победили, вернее, победили до этого. Итак, он принял высшую форму. Смотри-ка, мы его тоже побеждаем. Ух ты, а я все-таки думал, что мы здесь... Нет, не тут-то было. А мы-то с вами тут не пальцем деланы. Ладно, смотрим дальше. Не из робкого десятка оказались. Так, что здесь происходит? И все, вот началось. Мы появились на карте, и дальше уже не до шуточек будет. Дальше мы должны все присматривать. Так, мы сбежали от кровососов, должны просматривать. Надо же, мы даже не отхватили ни от кого. Обычно наоборот, приходится сначала отхватить, а потом прокачиваться, чтобы отомстить. Да? В данном случае мы мстить никому не будем. Это наша главная цель, сердце Тенебриса. К нему мы все будем стремиться. Ну, в принципе, да, все дороги ведут в Рим, а наши ведут к Тенебрису. Будем проходить к нему. Постепенно мы будем разбираться с механикой игры, разбираться с тем, что здесь нужно делать. Пока что первое, что нам нужно, это, конечно же, пройти пару миссий кампании, научиться сражаться, ну и получить, конечно, первых героев. Но пока не пройдем обучение, ничего из этого нам не светит. Обучение, кстати, какое-то затянутое, слишком долгое. Может быть, здесь всего-то что-то улучшить. Так, поднимаем. Но это, я так понимаю, аналог замка. Угу. Тронный зал. От него зависит уровень построек всех остальных построек.
То есть выше этого тронного зала, если он у нас второго уровня, то выше второго уровня мы ничего построить не можем. Плюс он открывает доступ ко всем ячейкам, которые бы открывались далее. В других играх обычно это замок твой основной, вокруг которого все остальные постройки строятся. Но здесь вот решили идти таким путем через поместье, и это очень прикольно. Так, построим золотой цех. Сейчас быстренько мы его здесь сделаем. Золотой цех готов. Еще нужно сделать цех лунной пыли, в котором мы смогли бы собирать лунную пыль для производства ресурсов на прокачку. То есть при помощи лунной пыли мы качаем героев, по сути, опосредованно, потому что нам нужно еще один ресурс добывать. А при помощи золота мы прокачиваем наши здания и строим новые, например, сокровищницу. Все, пожалуй, дальше обучение закончено, наконец-то, и нам развязали руки, мы можем посмотреть, что здесь. Давай быстренько посмотрим. Итак, у нас есть элитный призыв и обычный призыв, причем есть бесплатный призыв. Бесплатно у нас раз в неделю примерно обычно так происходит. Так, бесплатный призыв. Гарантированно получим 9... Так, гарантированно получим легендарный фрагмент после 9-го призыва. Ну, то есть 10 призывов. И 10 у нас гарантированный. Так, у меня здесь есть 10 призывов. Это награды за то, что я обнулился. И мне часть ресурсов как будто бы подарили для более быстрого старта. Такой небольшой бонус. На самом деле бонус так себе. Так, и здесь тоже бесплатный призыв мы используем. И посмотрим, чего нам тут выпадет. Так, ух ты. 2 фрагмента легендарного героя. Ничего себе. Но я бы сильно не радовался, потому что качать легендарных героев здесь еще та задача. Так, давай посмотрим, какие есть герои. Бирша фон Меримут, Ха-Алил и Стаматус Абернати. Это те герои, которые нам доступны сейчас со старта. Дальше Хальбьорн, Марбена. Вот он, красавчик, император Альбус, с которым мы сражались и, кстати, наваляли ему. Нифа Истребительница, Богомол. Тоже красивый персонаж. Алисия, ну, вообще. В общем, Дама Вики. Персонажей пока что немного, но я думаю, что в любом случае разработчики будут их добавлять. Насколько я понял, игра относительно новая. Ей буквально там полгода, что ли, от силы. Хотя могу ошибаться. Если это не так, пожалуйста, поправь меня в комментариях. Но разработчикам здесь еще есть куда развиваться, и поэтому она может казаться на первый взгляд немножко скудноватой в плане героев. Хотя я думаю, что в какой-то момент мы еще начнем просить, что остановитесь, пожалуйста, остановитесь, хватит вводить новых героев. Все как в других играх. Ой, какой красавец. Вот он красавчик. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Итак, наверное, здесь мы с тобой сделаем паузу. Если такой сеттинг тебе нравится, пожалуйста, присоединяйся, залетай, может быть, даже в мое королевство. Вместе объединимся и будем наказывать на картах различных кровососов и мохнатых оборотней, а может быть, даже надаем люлей и зазнавшимся людям. В принципе, ничто не мешает нам здесь играть за любой класс или миксовать их и использовать все вместе. Я с тобой здесь прощаюсь, рад вернуться, рад услышать и надеюсь, все живы-здоровы в новом году. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!